неделя относительная тишина. По всей видимости, куда-то перетянули основные силы. А так жарко бывает. Порта, вертолеты, самолеты. Танчики самое страшное. Ко всему уже привык, а танк не слышно. Проблем. Приход-выход одновременно. А есть чем с танчиками побороться? Минометы ловят, конечно. Минометы старшие братья помогают и рядом. Нормально. Розуміла, як думає Путін, і не хотіла його провокувати. Ангела Меркель поділилась. Приехали. Порядок. Ну а так ты что, все просто. Зовут Сергей, позывной Леший. Тоже, как и он, командир роты. Те, кому за 50, так сказать. Ну что, война началась. Сидеть в теплом, сытом Израиле? Нет. Я в первой группе добровольцев прилетел. Ну, по какому-то стечению обстоятельств не получилось попасть в этот наш первый интернациональный легион, потому как гражданство украинское. Но, тем не менее, добрался до Днепра, восстановил кое-какие документы, я сам из-под Мелитополя, там оккупировано все было уже. И пробился, все. Уже с марта месяца воюю здесь, на передовой. Сначала вот в пехоте, с кадетом. Ну, теперь уже 2 месяца как командир минометного расчета. Успешно бьем врага, так сказать. Ничего, все просто, банально. Да, можно было потом сидеть в теплом, там, сытом Израиле, на море, пить прекрасное вино. Там. И опять же рассуждать. А вот я бы мог и по какой-то причине там выдумывать себе кучу отговорок. А так все. Я счастлив, я на месте, я здесь. Я приношу конкретно что-то, свою частичку вкладываю в нашу победу. Все просто, все банально просто, не обмануть себя. Опять же, у меня младший сын воюет под Днепром, старший под Харьковом. Семья здесь, в Украине, половину. Частично у меня там дети живут и в Израиле, и в Канаде. Семья была большая, у нас с супругой 6 детей, 6 сыновей, 6 дочерей. На данный момент уже 6 внуков. Так что ни внукам, ни детям не будет стыдно в глаза смотреть. Ого, дедушка. Дед должен воевать, дед должен показывать пример. Да, респект и уважуха. Так что все банально просто. Не обмануть себя. Вот я уезжал из Украины 8 лет назад. Все, в принципе, осталось так же. Но я видел настоящих ребят с собой рядом, которые приехали, которые не ждали повесток, которые ехали сами, которые сами пришли в военкоматы, которые сами приехали из-за границы, сами добирались, бросили все. Вот на таких, я считаю, ребятах, которые вот рядом со мной. Давайте, господа, трошки рассасываемся. Давайте сюда пойдем, даже Там договорим. закрыта щель дальше, а там вставайте, можете заниматься. Так что все на самом деле все намного все проще. Вот я приехал в Днепр, я увидел, как возле военкомата очередь, человек 100. Ну, я увидел в городе еще больше, на площадях, просто мирно гуляющих мужиков. Вот к ним хотелось бы обратиться, чтобы сюда к нам шли. У нас тут тоже весело, ну и опасно. Простая, в данный момент мужская работа, я считаю так.
Хотелось бы здесь видеть больше. Но не молодых, которым по 20 лет, а тем, которых за 50. У которых уже все есть и все сложилось. Вот как наш командир роты, кадет. Пусть как я, пусть как наш замполит. Да, Должны показывать молодежи пример. Воевать, не бояться. Я всегда, хоть и говорю на русском языке, хотя могу свободно через час-два, якщо поспілкуватися, можу вільно розмовляти українською мовою. Це не є проблема для мене. Вот. Я всегда был за Украину в том состоянии, в котором она будет. Я надеюсь, она будет большой, процветающей страной, прежде всего. И сейчас те, кто помогает Украине, я думаю, что будут большими друзьями. А те, кто не смог как-то помочь, как и в частном порядке, так как и со стороны других государств, будут потом локти себе кусать. Украина будет одной из лидирующих стран Европы. Будет крепким большим государством. Ну и во-вторых, я считаю, что со стороны россиян, со стороны правительства России, это они допустили недопустимую ошибку, потому что миллионы обманутых, зомбированных людей имеем сейчас то, что мы имеем рядом соседа России. Так сказать, рабы, подданные, как их еще можно называть, крепостные. А мы, украинцы, мы вильный народ, всегда были такими. Так что все намного проще. Больше сказать нечего. Нужно воевать. Воевать хорошо, успешно. Ну а после войны наладим опять мирный труд. Будем выращивать красивые сады. Кстати, у меня вот сад посажен дома. Село есть между Мелитополем и Бердянском. Называется Новоспасское. Вот там у меня есть огромный сад. Ну, огромный это, громко сказано, всего гектар засажен черешня, яблоня. Есть чем заниматься. Планов много. И все они мирные, простые, обыкновенные. Во-первых, первое, что хотелось бы собрать всю свою огромную семью вместе. Мы уже давно очень не собирались. Увидеть сыновей, которые тоже воюют сейчас, за которых тоже волнуюсь. Ну и всех внуков. Кипиш, да. Кипиш, прием. Кипиш плюс. Передайте Кипиш, чтобы вырезал на выездную и брал иностранные 20 штук. Кипиш плюс. Перекат на выездную. натовские 20 штук.